Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу показать, как с помощью простых материалов изготовить конвертик, который можно потом разместить в органайзер, в баннер. Конвертики получаются вот такого плана. Для его изготовления нам потребуется пленка ламинирования, обычные ножницы, фломастер, фломастер либо маркер, простой карандаш, дырокол. Конвертик будет получаться вот такого плана. Первым делом нужно взять листок бумаги и сделать шаблон для изготовления конвертика. Для этого можно взять уже готовый покупной конвертик, существующий уже из вашего органайзера. Сейчас вот на примере этого конвертика я и покажу, как сделать самодельный из бумаги для ламинирования. Берем конверт. Прикладываем его к листку бумаги. Это нужно, чтобы сделать нам шаблон, который мы уже вырежем из бумаги и будем использовать для изготовления конвертиков. Конверт получается абсолютно такой же, как этот. Изготовление не занимает много времени. Раз. Готово. И сразу сделаю рядышком, не обязательно даже ровно, сейчас когда будем вырезать, я все подровняю. Еще раз его обведу, это для того, чтобы сделать внутреннюю часть. И готовить сам вот этот кармашек, в котором будет размещаться купюра, денежная купюра. Так, готово. Контур виден, это главное, карандаш нам не понадобится. Теперь берем ножницы. Вырезаем по готовому контуру. Если даже получится немножко неровно, ничего страшного, потому что потом это можно будет все еще раз подровнять. Так. У кого есть больше времени, можно, конечно, взять линейку, сделать замеры и уже с помощью линейки перенести нужный размер. Но мне кажется, что данный метод, он намного быстрее и проще. Поэтому я его и использую. Мусор отодвигаем. И у нас должно получиться два прямоугольника бумаги, соответствующих размеру конвертиков. Если для кого-то важно, чтобы было все идеально ровно, тогда используйте линейку. Но мой метод, он предназначен для того, чтобы сэкономить как можно больше времени. И теперь нужно вот из этого еще одного шаблона, листка бумаги, сделать внутреннюю часть. Сейчас сделаем это максимально быстро. Вот так просто приложу. Где мой карандашик? Так, здесь где-то сантиметр. И с этой стороны смотрим. Даже можно поближе, чтобы купюры любого размера влезли. Но как минимум нужно оставить 4 мм для того, чтобы получилось запаять вот этот край с помощью бумаги для ламинирования. Так. И здесь тоже где-то 5 миллиметров. Вот. В принципе, все. Так, это нам не нужно. Этот первый шаблон наш готов. Теперь просто по вот этому кольцу загибаем. Готово. И по этой линии потом нужно будет совершить разрез. И с этой стороны, где вот наша насечка. Краешек выравниваю. Выравниваю и аккуратненько все загибаю. Так, готово. И теперь в ход вступают ножницы. Чик-чик. Так как я обладаю небольшим объемом свободного времени, поэтому всегда выбираю методы, которые функциональны и осуществляются максимально быстро, чтобы сделать конвертики быстро. Конечно, если есть возможность, то проще их купить, но так как мы копим денежки в конвертиках, поэтому я стараюсь использовать любую возможность, чтобы сэкономить. Так, мне вот здесь край не нравится, сейчас я его еще немножко подровняю, еще буквально на 1 миллиметр. Так, готово. Смотрим. Так, все соответствует. По 4 миллиметра по краям есть. Отлично. И внизу есть место для того, чтобы потом сделать проколы.
Следующее, что потребуется, карандаш уже не нужен, он свою службу сыграл. Следующее потребуется пленка для ламинирования. Я использую такую, самая простая, плотностью 60 микрон. Мне вполне подходит. Сейчас достану листочек. Пленка для ламинирования выглядит вот следующим образом. Упакована в еще один пакетик. Достаем. Так. Я уберу в сторону. С одной стороны, вот он запаян край. Это сделано для удобства. Вот мои шаблончики для будущего конвертика. Открываем с краю. Вот ее открываем достаточно аккуратно. Вот эта сторона глянцевая, с этой стороны матовая, где необходимо та сторона, которая будет склеиваться, она имеет матовый окрас. Вот она идет матовая. То есть если провести сверху утюгом, либо отправить ламинатор, то вот она вот так вот у нас и склеится. Берем первый шаблон. Я размешу с этого края, потому что бумага для ламинирования мне еще потребуется. Так, выравниваем краешек. Мне так удобнее вырезать, поэтому я размещаю следующим образом. И плюс вот этот кусочек у меня еще останется. Смогу изготовить конвертик, либо заламинировать какой-нибудь учебный материал для малыша. Очень удобно. Очень удобно с такой бумагой делать всякие развивающие карточки. Выгоняю воздух. Она уже достаточно хорошо так слиплась. Так, разворачиваем. Берем ножницы и просто вырезаем. Вот эти уголки можно даже потом подрезать. Если немножко будет неровно, не страшно. Это все можно будет потом еще подровнять. Вот здесь я режу любым образом. Угу. И осталось вырезать вот данные два прямоугольника. Готово. С этой стороны тоже подравниваем. Внутренняя часть у нас для конвертика вырезана. Делаем внешний контур. Бумага для ламинирования разрезается достаточно просто. Можно ее подогнать под любую форму. Все, это все лишнее. Ножницы нам больше не нужны. Следующим этапом, самое главное, это аккуратненько его собрать. Вот эта глянцевая сторона, это идет лицевая. Теперь конвертик раскрываем. Так, готово. Вот к этой стороне нам нужно разместить внутренний слой. То, что блестит, глянцевая поверхность, это не склеится у нас. То есть я вот так взяла и аккуратненько переношу этот кусочек сюда. Выравниваю по 4 мм по бокам, сантиметр снизу, в том месте, где будут располагаться проколы. Это убираем. Клеевой слой у нас вот с этой стороны очутился. Вот он, глянец, блестит. Глянцевой стороной мы размещаем вовнутрь. И получится у нас конвертик, кармашек, в который я буду потом складывать денежки. Готово. Шаблончик убираем. И таким же образом складываем верхний контур. Выравниваю, чтобы никуда ничто не убежало. Так, выгоняю воздух. А дальше нам понадобится утюг и 2 листка бумаги. Наносим конвертик на листок бумаги. Я подкладываю на всякий случай, чтобы не запачкать поверхность, на которой буду обрабатывать утюгом. Убеждаемся, что все краешки выровнены. Это прекрасно видно, то, что линии соединены. Все ровненько. Ложу сначала листок бумаги
если будете использовать с каким-нибудь, ну, старый черновик, где что-то распечатано, нужно обязательно свернуть вовнутрь, а иначе, если, например, вот так положить, то вот рисунок, он отпечатается. Краска, она перенесется на бумагу для ламинирования, и у нас получится рисунок на конвертике. Данный прием, конечно, можно использовать для декорирования, но сейчас мы делаем конвертик. Укладываем, выгоняем лишний воздух вот таким вот образом, сколько получится. Дальше утюг ставим на единичку. Надеюсь, видно в кадре. И, ну, где-то 1,5, то есть не самый маленький и не двоечка. Я посередке где-то ставлю. И вот с помощью утюга, нажимая на утюг, начинаем проводить по нашему будущему конвертику. Вот я прижимаю и стараюсь выгнать воздух. Первый раз я всегда так провожу, потом убираю. Видно, что он не проклеился. И просто потом доделываю уже. Можно задержаться чуть подольше утюгом, чтобы произошло склеивание. Пузырьки воздуха, да, конечно, остаются, но их не так много. Если есть свободное время, можно это делать все помедленнее, стараться выгнать все пузырьки, чтобы получилось идеально ровно. Но данный вариант мне вполне подходит. С таким количеством пузырьков. На всякий случай еще переворачиваю и прохожусь с этой стороны, чтобы наверняка у меня все проклеилось. Склеиваю края. Так, в принципе, все готово. Сейчас мы его будем доводить до ума. Получилось вот следующим образом. Сейчас все лишнее с помощью ножниц я отрежу. Количество пузырьков, ну, получается такое. Если есть свободное время и возможность, то, конечно, можно еще больше поводить. Медленнее, поаккуратней. Выгнать все пузырьки воздуха. Ну, если есть ламинатор, то вообще с этим проблем нет. Изготовление займет еще меньше времени. Сейчас с помощью ножниц будем обрезать края. Берем ножницы и обрезаем. Делаем наши края более ровными. Я обрезаю на глазок. Но если для кого важно это сделать ровно, можно воспользоваться линейкой, маркером, начертить линию и уже по ней резать. Так, смотрим, вот он, получился наш конвертик. Сейчас я выровняю с этой стороны. Здесь у меня немножко верхний слой убежал. Но это на функциональность никак абсолютно не влияет. Чтобы придать эстетике конвертики, я подрежу со всех сторон. Так, этот край готов. Здесь тоже готово. И осталось подровнять нижний край. Чуть побольше захвачу ножницами. Готово. Теперь берем уже старый конвертик, который вот есть, для того, чтобы сделать разметку под эти проколы. Совмещаю. И заодно, чтобы сделать наметки для скошенных уголков. Так. Этот уголочек нужно будет отрезать. По центру ставлю точки. Это ориентиры будут, по которым с помощью дырокола буду делать дырки. Дырки под кольца. И этот уголочек тоже нужно срезать. Маркер больше не нужен. Шаблон. Оригинальный конвертик убираем. Вот получились насечки, а наметки. У нас получилась разметка, по которой нужно будет потом сделать дырочки. Сначала делаю уголки. Все, красного нету.
Все, здесь готово. Ножницы, все, больше не нужны. Осталась работа только для дырокола. Убираем нижнюю защиту, блокировку. Самый простой дырокол. Вам вообще только по 8 страниц, максимум вам 10 прокалывать. Самый обычный, самый простой. Вот эти точки должны попасть как раз по центру отверстия. Выставляем. Первая готова. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Все, работа сделана. Дырокол свою миссию выполнил. Вот они, получились 6 отверстий под кольца. Абсолютно совпадают с этими. Сейчас посмотрим, как он поместится в мой органайзер. Новый конвертик. Пускай он наполняется денежками, пускай там их становится как можно больше. Сейчас посмотрим. Вот в серединке где-нибудь. Так. Опа. Готово. Закрываем. Все соответствует, все подходит. С функцией своей справляется. Изготавливается достаточно быстро и просто. Конвертик готов. Большое вам спасибо за внимание. Также поздравляю всех с наступающим 8 марта. Желаю всем пухленьких конвертиков, чтобы денежек там становилось все больше и больше, чтобы они краснели, чтобы пятитысячных купюр было, количество их увеличивалось. А также еще желаю, чтобы туда в конвертики заходили в гости и надолго оседали и оставались и зеленые купюры. Даже можно, чтобы это были 100-долларовые купюры. Желаю всем всего доброго, хорошего настроения, хорошо отметить праздник 8 марта и до новых встреч. Пока-пока.